Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы продолжаем изучение вложенных циклов. Рассмотрим один очень уникальный случай. У меня в коде уже реализована вот такая конструкция, которая при клике выводит мне вот такой вот вариант ответа. Данный код, я надеюсь, вам хотя бы приблизительно, но понятен. У меня здесь есть внешний цикл, есть внутренний цикл. Внешний цикл отрабатывает 5 раз, также и внутренний 5 раз. При каждой работе нашего внутреннего цикла я рисую вот эти вот циферки. За перенос строки отвечает BR, и вот также добавил в конец. Но что если нам нужно реализовать чуть-чуть другой вывод, а именно вот такой? Задача, конечно, выглядит примерно похожая на вот эту, но тут ярко замечаем отличие, где при первом вызове наш цикл внутренне работает один раз, при втором вызове внутренний цикл работает уже 2 раза, ну и так далее. Решу я эту задачу крайне быстро. Я вот тут вот поменяю один символ. Напишу не 5, а I. После изменения вот этого маленького кусочка я решил задачу. И тут возникает вопрос: а как вот этот один символ, вот это вот одно микроизменение позволило нам сделать вот это? Чтобы мы могли понять, как это работает, я сделаю диаграмму кода. Перед диаграммой кода я сразу сделаю себе пару комментариев, которые буду потом в вычислениях использовать. Этот и вот тут также мне потребуется. Окей, делаем диаграмму кода. Когда я нажимаю на эту кнопку, у меня отрабатывает функция fun1. Она, в свою очередь, делает следующее. Создает переменную out, в ней значение пустая строка, и вызывает цикл. При вызове цикла у нас изначально отрабатывает вот эта логика, где наш I равняется 1, условие дает true, начинает выполняться цикл. В этом цикле, во внешнем, когда он начинает работу, находится вложенный. Вложенный цикл также вызывается, и A равняется 1. А далее происходит вот такое условие. Если мы внимательно посмотрим, то I у нас на данный момент равняется 1. То есть я вот тут могу написать вот так. И получается, из-за того, что также 1, у нас выходит примерно вот такое условие. 1 больше равно 1. Данная запись дает true, выполняется тело вложенного цикла. В теле вложенного цикла написано следующее. Прошлое значение out — это пустая строка, плюс а у нас 1, поэтому 1, плюс пробел. По итогу я получаю вот такую штуку. 1 пробел. Записываем вот так вот его. Окей. Когда наш вложенный цикл отработал первый раз, отрабатывает ну типа уже 2, данное условие дает false, поэтому вложенный цикл не отрабатывает дальше. В данный момент он отработал только один раз. После него выполняется эта задача, а эта задача делает что? Текущее значение out плюс br. Склеивание строк, и выходит у нас вот такая запись. 1 пробел br. Окей. После того, как выполнилась эта строчка, у нас конец внешнего цикла, выполняется I++, который увеличивает переменную до 2, и условие по-прежнему дает true, а значит отрабатывает тело. Когда тело начало работать, то есть вот эта штука, наша переменная с 1 начинается, и выполняется вот такая логика.
где равняется одному и сравнивается с I. Так вот, на данный момент I уже 2. Из-за того, что это 2, ну, I 2, условие дало true, выполнилось первый раз, где оно взяло что? Оно взяло прошлое значение нашего аута плюс переменная она сейчас равняется одному. Это вот так вот. И плюс пробел. По итогу я получаю вот так. Окей. Как только это тело отработало, у нас выполняется плюс плюс, и оно приводит к тому, что уже двоечка. Выполняется вновь условие, и оно по-прежнему true. Ну, потому что 2 больше равно 2 это true. Вновь выполняется эта задача. Она что делает? Ну, то же самое действие. Берет прошлое значение наше. Давайте вот так вот. Прошлое значение наше оно берет. Плюс плюс пробел. У нас на данном вызове 2. И склеивание строк. По итогу вот так вот выходит. Окей. Как только наш вложенный цикл отработал второй раз, он опять увеличивает переменную на 1. Ну, то есть вот так вот походит уже. 3 равняется. И данное условие, вот это, оно дает false. А значит, наш внутренний цикл закончен. Выходим из внутреннего цикла и выполняем вот эту задачу. В этой задаче написано, что возьми наш out, его вот текущее значение, и добавь к нему where. По итогу вот так вот. Окей. Чтобы еще лучше это закрепить, продолжим. Как только оно выполнилось, эта строчка сделалась, наш цикл внешний прибавляет к I1 и выполняет условие заново. Условие дает true, потому что это 3 и 3 меньше 5. Отрабатывает тело цикла. Мы заходим в тело цикла и тут видим внутренний вложенный цикл. Он вновь начинает работать с одного. Выполняется вот эта логика, при которой I уже 3. Из-за того, что уже 3, наш внутренний цикл отработает 3 раза. По итогу будет так: 1, 2, 3. Как только закончил, добавился BR в конец, и получилось вот так вот. Логично предположить, когда наш внешний цикл начал работу в следующий раз, он уже увеличил переменную I до 4, вызвался внутренний цикл, и он работает уже от 1 до 4. Ну и по итогу всех этих вызовов мы в процессе получаем вот такой вот ответ. Если хорошо ориентироваться в последовательности кода, то можно реализовывать даже очень сложные необычные задачи. Как бы мы знаем, что количество итераций цикла зависит от этих 3 факторов. Я один фактор поменял, сделал его более плавающим, и наш вывод, наш результат изменился до неузнаваемости. Чтобы лучше закрепить и посмотреть на это с другой стороны, ну как работает такой вариант циклов, сделаем похожую задачку, но в ней я буду реализовывать чуть-чуть другой вывод. Не вот такой, а вот такой. Под него сразу подготовлю пространство. Это наш прошлый цикл. Я его давайте даже вот так вот удалю и напишу заново. Наша задача реализовать вот такой вот вывод. И как всегда, если я хочу вот такой вот вывод, то ключ решения — это правильные циклы. С чего бы вы начали реализацию, если бы ваша задача была реализовать данный вывод? Мы вот думаем и понимаем, мы встретили сложную задачу.
Как такое вообще решить? Ну, мы первый раз с этим сталкиваемся, и мы еще до конца даже не знаем, как это написать. Значит, как решить вот такую сложную задачу? Или как нужно думать, чтобы решать сложные задачи? Если мы встречаем задачу, и у нас изначально вообще нет никаких мыслей, ну, мы абсолютно не понимаем, как это решить, я бы рекомендовал вам сделать следующее. Для себя придумать новую, облегченную задачу, которая будет максимально похожа на то, что нам нужно сделать. Например, попробуем себе облегчить эту задачу таким образом, что изначально сделаем немножко другое задание. Не это, а вот это. Что мне потребуется? Мне потребуется два цикла. Первый цикл работает от одного до пяти. Это вот так вот у нас будет. Только от одного, поэтому один. Второй цикл по виду также от одного до пяти. Поэтому делаю вот так вот, меняю переменную на другую. По итогу у нас получается вот такой вот цикл. Далее, если нужен вот такой вот вывод, во внутреннем цикле я буду делать это перечисление от одного до пяти, поэтому out плюс равно плюс пробел. Не забываем про пробел. После работы внутреннего вложенного цикла я делаю логику внешнего и добавляю отступ. Отступ — это BR. Вот так. Хорошо. Проверю, как оно работает на данный момент. И да, я повторил вот этот вывод. Как только мы реализовали вот такой вариант вывода, мы уже по факту выполнили наш первый этап. Значит, запомните, когда вы реализовываете какую-то сложную логику и вам вообще не от чего отталкиваться, вам нужно придумать то, от чего вы можете оттолкнуться. Потому что если есть от чего думать, логику всегда прописывать проще. Поэтому, если у вас ступор в задаче, попробуйте, как и я, добавить какой-то подшаг для решения. Как, например, в этом случае я добавлял себе новую доп. Задачку, которую я точно понимаю, как решить. Ну, например, вот это. Я точно знал, как это написать, поэтому изначально сделал такой вариант вывода. Продолжаем написание логики, и нам осталось прописать что-то, чтобы получился вот такой вот вывод. Мы начинаем вот это вот смотреть на эту штуку, думать, вложенные вызовы. При каждом срабатывании уменьшается на 1, 5, 4, 3. А значит, нам нужно что-то минусовать. Ну, логично. Нам нужно минусовать тот кусочек, который отвечает за количество вызовов. Чтобы первый раз внутренний цикл отработал 5, второй раз внутренний цикл отработал 4, ну и так дальше. За количество вызовов цикла у нас отвечает вот этот кусочек. То есть 3 наших этапа. И вот тут нужно подумать, что же нам нужно скорректировать, чтобы получился вот такой вот вывод. Для вас такого плана задача в новинку, поэтому я сразу вам подскажу. Нам нужно работать с вот этим этапом. То есть тут 3 этапа. Первый, второй, третий. Нам нужно прописывать логику именно для вот этого этапа. Вот этот кусочек нужно как-то отредактировать, использовать минус, чтобы по факту у нас получился вот такой вот вывод. Попробуйте сами подумать, что и куда поставить вот тут вот, чтобы добиться правильного ответа. Задача непростая, поэтому я рекомендую поставить видео на паузу. Ну, потому что решение далеко не сразу придет к вам. И попытаться решить это самостоятельно. Надеюсь, вы поставили на паузу. А правильный ответ таков. Я вот тут вот поставлю минус I. Проверим.
Мгм. Это уже практически полный ответ. И, ну, там, если вы учтете математику, я сделаю следующее. Я вот тут вот пятерочку до шестерочки подниму. И вот после такой редакции, когда я гляну, как оно работает еще раз, я увижу правильный ответ. Чтобы нам было понятней, как вообще это сработало, я также сделаю диаграмму кода. Поэтому изначально подготовлю пару комментариев для нашей диаграммы кода. И, ну, начнем тогда ее делать. Я кликаю на кнопку, вызывается функция fun1, и она выполняет вот этот цикл. В нашем цикле написано I равняется 1, условие дает true, выполняется тело цикла. В теле цикла находится другой цикл, внутренний. Внутренний цикл начинает работу, также A равняется 1, и выполняется вот эта запись. Эта запись, я ее так расшифрую для нас. В ней 6 минус I. I при данном вызове 1. Получается, после вот этой несложной математической операции выходит А меньше равно 5. Несложно предположить, что если А равняется 1 и работает до 5, наш внутренний цикл работает 5 раз. При каждом вызове он будет в out добавлять что? Вот это. Получается, первый вызов — это 1 пробел, второй вызов — 2 пробел, 3 пробел, 4 пробел, 5 пробел. Ну, это 5 вызовов, сразу я написал. Как только наш внутренний цикл отработал, выполняется внешний и добавляет BR. BR — это вот так. Далее опять вызов внешнего цикла. То есть перед этим мы увеличиваем I на 1, I2, условие true, поэтому заново выполняется тело внешнего цикла. И оно что делает? Заново вызывает внутренний. Но при вот этом условии заново у нас будет как? Это у нас 6 минус I, а I в данный момент уже 2. После этой математической операции получается вот так. А работает от 1 до 4. В общем, 4 раза. И исходя из того, что она работает 4 раза, я в наш out добавлю 1, 2, 3, 4. И в конце b. Ну, потому что наш внутренний цикл закончил работу и добавляет вот эту запись. Вот эту. Как только второй раз наш внешний цикл закончил работу, выполняется I++, увеличивает опять переменную до 3, ну, то есть на 1, и выполняется все это тело заново. А заново опять у нас выходит вот эта строчка, работает, где I уже 3, 6 минус 3, 3. По факту цикл работает до 3. 1, 2, 3. Ну, так я его вижу. Если пропустить все итерации и посмотреть на самую последнюю, когда у нас I равняется 5, то в финале я увижу следующее. У нас вот это условие, где I — это 5, 6 минус 5 — 1, А — это 1, и по итогу при последнем вызове нашего внешнего цикла внутренний отработает только 1 раз и покажет только циферку 1. Окей. Вложенные циклы, ну, мы уже сложнее их изучать не будем, это наша финальная сложность, так что отлично. Надеюсь, вы хотя бы примерно поняли, как работают вложенные циклы. Более сложнее мы их учить уже не будем. Будем что делать? Нарабатывать навыки и более четко запоминать, как это работает. Поэтому да, сложнее уже не станет. Отлично. На этом все. С вами был Бананомастер.
разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда в описании под видео.